Привет, друзья! Сегодня Германия снова в центре внимания Европы. Что стоит за новым законом Мерца о приеме беженцев и какие споры он уже вызвал? Почему в альтернативе для Германии разгорелся громкий внутренний конфликт? Что стоит за борьбой вокруг Коммерцбанка и планами Unicredit? Какое неожиданное решение принял финансовый суд, который может изменить правила для тысяч компаний, и какие вопросы вынесены на референдум в Гамбурге. Также я расскажу о сокращении расходов на Бюргергельд и о том, что это значит для бюджета и общества. Все эти события влияют на будущее Германии. Давайте разберемся вместе. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски только самых последних новостей. Итак, правительство под руководством федерального канцлера Фридриха Мерца подготовило законопроект, который предусматривает реализацию недавно согласованной европейской реформы системы по приему беженцев. Однако уже сейчас власти готовятся к сценарию, при котором, несмотря на новую систему, мигранты могут приезжать нелегально. В основу поправок легла максимально строгая трактовка новых правил. Это означает, что правительство намерено сохранить высокий контроль. Пограничные службы получат расширенные полномочия для выявления и возврата нелегальных переселенцев. При этом представители социал-демократической партии СДПГ поддержали обсуждаемые меры, но одновременно объявили о планах доработать законопроект с учетом гуманитарных аспектов и региональных особенностей. Таким образом, с одной стороны формально вводится реформа, а с другой закладывается механизм защиты от возможных обходных путей. Политика остается гибкой, готовность реагировать на экстренные ситуации остается также ключевым приоритетом правительства. А дальше новость, которая вызывает обеспокоенность в одной из политических сил. В партии «Альтернатива для Германии» разгорелся новый скандал в Тюрингии. Бывший депутат Бундестага Клаус Штёбер, член регионального отделения, резко раскритиковал его лидера Бёрна Хёке. В письме в федеральное руководство и публичных комментариях он сравнил Хёке, цитата, с проблемной фигурой для партии и обвинил его в том, что он управляет организацией чрезмерно жесткими методами. Реакция последовала быстро. Земельное руководство подало ходатайство об исключении Штёбера. Партийный арбитражный суд Тюрингии поддержал это решение, заявив, что своими высказываниями он нанес заметный урон репутации партии. Конфликт обострился после того, как в двух округах Тюрингии прошли внутренние выборы кандидатов в Ландтаг. Победили политики, которые не пользовались поддержкой руководства. В итоге эти результаты были отменены, и партия не выставила больше кандидатов. Штёбер назвал такие действия манипуляцией и нарушением демократических принципов, что еще больше усилило напряжение. Сам Штёбер намерен оспаривать исключение и подал апелляцию. Теперь окончательное решение должно принять Федеральное арбитражное ведомство партии. И еще одна важная новость. Глава итальянского банка Unicredit Андреа Орчел выступил с четким заявлением в отношении возможной сделки с Коммерцбанком. Он отметил, что хотя позиции немецких властей во главе с Фридрихом Мерцем важный фактор, банк все же несет ответственность прежде всего перед акционерами, клиентами и сотрудниками, а не перед государством. При этом он добавил, что диалог с правительством все-таки учитывается. Орчел также подчеркнул, если Unicredit осуществит полный выкуп Коммерцбанк, значительное сокращение штата произойдет лишь в головном офисе, а не по всей сети банка. Тем временем генеральный директор Коммерцбанк Беттина Рлоп ясно заявила, что банк намерен сохранять свою независимость. Несмотря на то, что Unicredit увеличил свою долю до 26%, Коммерцбанк отказывается от идеи поглощения, считая решение о будущем за акционерами и полагая, что предложение должно иметь стратегический смысл и реальную добавленную ценность. Итак, Unicredit продолжает наращивать долю и отстаивать возможность объединения, опираясь на бизнес-логику, тогда как Коммерцбанк, несмотря на давление, остается независимым и открыт к переговорам лишь при наличии конкретных предложений. И еще одна новость Германии. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц принял участие в торжественном мероприятии, посвященном десятилетию создания Гамбургского открытого онлайн-университета. Идею этого проекта он предложил еще в 2015 году, когда был бургомистром Гамбурга. На праздновании Шольц подчеркнул значение бесплатного и доступного онлайн-образования, которое помогает людям понять, насколько интересна научная и академическая сфера. По его словам, этот университет дает такие возможности независимо от возраста, происхождения или предыдущего опыта. Сенатор Гамбурга по науке Катя Гюнтер выразила надежду, что университет сохранит свой инновационный характер и сможет развиваться даже в условиях быстрых цифровых изменений в образовании.
Платформу поддерживает Альянс учебных и научных учреждений города, в том числе университеты прикладных наук, музыкальная и художественная академия, театральная высшая школа, университетская клиника, мультимедийный центр и ведомство по науке. Благодаря их совместной работе удалось создать уникальное пространство для открытого доступа к знаниям и научным проектам. А теперь новость, которая вызывает обеспокоенность в Германии. Федеральный финансовый суд Германии принял важное решение против чрезмерных сборов налоговых ведомств. Поводом стало дело в земле Северной Рейн-Вестфалия, где местное финансовое управление направило 8 совладельцам одной компании одинаковое официальное разъяснение. За каждое письмо ведомство выставляло максимальный счет – 109 736 евро. Партнеры компании оспорили такие действия, посчитав, что речь идет об одном и том же юридическом заключении, а значит и платить за него нужно только один раз. Сначала их поддержал суд в Мюнстере, а теперь эту позицию подтвердил и Федеральный финансовый суд. Суд указал, даже если уведомления направлены разным адресатам, по сути это одно решение, и брать за него 8 раз оплату нельзя. Юристы отмечают, что такой вердикт может повлиять на многие похожие дела, ведь если бы налоговые органы продолжили практику двойных и тройных сборов, это бы стало серьезной нагрузкой для тысяч компаний по всей стране. Еще важная новость, которая касается мнения немцев. В Гамбурге начинается рассылка бюллетеней для участия в 2 референдумах, которые пройдут 12 октября. Почта доставляет голосовые материалы примерно 1,3 миллиона жителям. Это первое народное голосование в городе за последние 12 лет. Один из референдумов предлагает сделать город климатическим нейтральным к 2040 году, на 5 лет раньше, чем запланировано нынешним Сенатом. Для этого нужно ужесточить закон о защите климата, требования включают обязательные ежегодные отчеты по СО2 балансу и экстренные меры, если город не достигнет цели. Второй вопрос – это Гамбург испытывает базовый доход. Инициатива предлагает ввести эксперимент, в рамках которого около 2000 жителей будут 3 года получать базовый доход. В бюллетенях автоматически предусмотрена возможность голосовать по почте, отдельное заявление подавать не нужно. Отправкой занимается более 2200 почтальонов, голосование будет бесплатным, запечатанный конверт можно отправить обратно по почте или сдать лично в один из 185 районных офисов города. Для прохождения данной инициативы необходимо добиться квотума хотя бы 20% всех избирателей, то есть минимум 262 609 голосов «за», при условии, что против будет меньше. Главный организатор процесса, руководитель выборов Оливер Рудольф, посетил постцентр в Альтоне и призвал жителей активно участвовать. Цитата: «Голосование – это прямая демократия, приглашение к решению судьбы города». И это еще не все. Ситуация с экономией бюджета на выплатах гражданского дохода Бюргергельд набирает свои обороты. Федеральный канцлер Фридрих Мерц предложил сократить эти расходы, внимание, на 10%, что составляет около 5 миллиардов евро в год. Однако экономисты скептически относятся к такой стратегии. Энцо Вебер из Института исследования рынка труда подчеркнул, что снижение затрат за счет ограничения расходов на жилье лишь косметическая мера. По его мнению, реально многомиллиардные сбережения возможны лишь при гибкости и снижении безработицы, а не через значительно ужесточенные меры. В то же время научно-консультативный центр федерального бюджета предлагает больше, чем просто экономию. Он обращает внимание на параллельную систему оказания социальной помощи, бюргергельд, жилищные субсидии и детские выплаты и считает ее чрезмерно сложной и бюрократичной. Он предлагает унифицировать расчеты всех этих социальных выплат, чтобы устранить избыточную бумажную волокиту и повысить прозрачность системы. Таким образом, ключевой вывод экспертов: помимо сжатия прямых выплат, реальный эффект можно получить через структурные реформы, упрощение системы, повышение ее прозрачности и стимулирование безработных к трудоустройству. Более эффективный путь к стабилизации бюджета. Если информация была полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.